4 часа езды с столицы, Сан-Хосе. Мы приехали в наш пункт назначения, который находится возле города Ла Фортуна. Мы только недавно осознали, что мы забронировали номер в экоцентре. Такая вот у нас комната, но она находится в национальном парке, что очень классно. Мы уже открыли окно. Здесь вулканы, на которые мы потом как-то поднимемся. Здесь есть комната всего, вентилятор на потолке. И у нас есть своя душевая, ванна. У нас нет кухни, мы не сможем готовить дома. И место, которое мы забронировали, находится в 5 минутах езды от города, езды, и где-то получасовой ходьбы. У нас нет никакой еды на сегодняшний вечер, поэтому мы сейчас пройдемся, прогуляемся в город и купим что-то покушать. Не знаю, что можно кушать 4 дня без готовки, без холодильника, но попробуем как-то выжить. Как выглядит ваш поход в магазин? И даже это здесь вышло дорого. 50 или 60. Да. Но всего мы заплатили почти 2000. Это $3. Все, что вам нужно знать про Коста-Рику, это то, что все парки, все входы в парки платные и очень дорогие. Таня, сколько стоит вход в этот парк? Много. $18 человека. Это много. И это средняя цена. 15 это минимум на вход. Тур от 30. И все каноэ, зиплайны, это еще больше. Мы заплатили за вход. Начался дождь. Но он вроде перестал немножко идти. Мы можем увидеть огромный водопад. Причиной, почему такой дорогой вход, является то, что здесь очень много американцев, они готовы платить эти деньги, и Коста-Рика охраняет природу, поэтому тоже все идет во имя природы. Вот тот водопад. Вау. Как тебе водопад, Таня? Запустить бы дрон. И он бы упал. Здесь запрещено запускать дрон, потому что много дронов здесь упало из-за того, что очень слабый сигнал GPS. Ну вот, смотрите. Сейчас мы туда спустимся. 500 ступенек вниз. Здесь также можно поплавать, но не с водопадом, потому что там очень сильные волны. Немножко дальше от него. Там водопад, а здесь плавают люди. Какой парк? Нет слов просто. Дорогой, но хороший. Хороший? Хороший парк. Стоит этих денег? Я думаю, нет, но стоит его увидеть, но денег он не стоит. Пока мы были внизу, из-за дождя, я думаю, из-за дождя образовался еще один водопад, потому что когда мы спускались, там не было его.
Сейчас там есть 2 водопада. Так что 2 водопада по цене одного. И мы уже наверху. 500 ступенек. Очень быстро, легко. Так, сейчас мы находимся в городе Ла Фортуна. И здесь очень много разных развлечений, назовем это так. Чем можно заняться. Но все оно стоит денег. Вот. Это парковка для лошадей. Первое место, которое мы посетили в этом городе, это был водопад. Мы заплатили $18 за вход. Нет нужды в гиде, если честно, просто спускаетесь 500 ступенек вниз, вверх. Прекрасно, классно. Дальше здесь есть 2 вулкана. Мы только что спросили, есть ли туда туры, как туда можно забраться. Возможности к самому кратеру или на вершину подняться нет, потому что то, что ниже, вот так вот он называется, доступ туда закрыт для того, чтобы сохранить природу. Второй вулкан, он как бы активный, нам сказали, но можно прогуляться возле самого вулкана, найти тур. Один тур стоил $10, да, Тань? 15. Чтобы попасть на второй вулкан, нужно поехать на другую сторону подножья и оттуда уже бронировать тур. Вход в него стоит $16. Но чтобы туда доехать, нужно еще постараться. Также здесь есть шоколадные туры и... Какие что? Шоколадные и кофейные туры. К сожалению, мы даже не знаем, есть ли здесь автобусы. Именно поэтому мы шли к этому водопаду 9 километров. Сейчас по пути назад, возможно, вызовем такси. Такси стоит $3. 4. Такси стоит $3 или $4. Мы только что покушали, вот такую вот порцию съели, а она стоила $5. Типичное блюдо для Коста-Рики, называется касадос. Там идет рис и 4 других ингредиента. Много ли это? Много ли для вас $5? Потому что сегодня наш парень, потому что сегодня наш хост Airbnb предложил нам заказать обед и сказал, что он будет стоить всего $5. Но для нас это не всего $5, это $5. Может быть, всего $1. Это звучало бы как всего. Так что скажите, пожалуйста, или напишите внизу в комментариях, $5 это много?